Здравствуйте, вы смотрите студию «Репортер», меня зовут Дарья Сметанка, и сегодня у нас в гостях Джереми Дин, директор по зачислениям Queen Ethelburga College из Англии, Эрик Сиренко, директор по зачислениям и продажам The Village School из Америки, к нам приехал гость, Татьяна Девятиярова, директор по продажам в Восточной Европе, и Оксана Чмыхала, учредитель BN Education Group. Здравствуйте. 8 апреля состоялась презентация элитных школ из США и Англии. Расскажите, пожалуйста, немного поподробнее об этом и почему вот сейчас растет количество людей, родителей, которые хотят отдать своих детей вот в школы за границу. Знаете, да, мы очень счастливы, что мы уже который раз в Одессе и который раз проводим мероприятия, связанные с образованием за рубежом. В этот раз мы привезли две элитные, очень хорошие школы из США и Великобритании. И провели это мероприятие, которое прошло прекрасно в Одессе. Скажите, пожалуйста, вот чем занимается ваше агентство и какую роль оно играет вот при поступлении учеников за рубеж? Ну, мы счастливы, что мы можем оказывать персонализированный консалтинг в образовании за рубежом. В первую очередь, наша роль и наша миссия в том, чтобы подобрать правильную школу для каждого конкретного ребенка. И мы имеем такую возможность, мы знаем очень много школ разнообразных за рубежом. И вот мы занимаемся зачислением, мы занимаемся тем, чтобы ребенок проходил интервью у нас в Украине, прямо у нас в офисе. То есть лететь, сдавать экзамены сейчас уже не обязательно. В той же США, в Великобританию, а можно сделать все у нас в офисе. Как правильно выбрать вот школу? Как правильно выбрать? Это очень вопрос интересный, потому что для каждого конкретного ребенка существует своя правильная школа. Вот, например, какие школы вот сейчас представляете? Сейчас это, как я уже говорила, это элитная школа. Одна находится в Великобритании. Школа с самым современным оборудованием в Великобритании, которая существует, ее представляет Джереми Дин. Очень, кстати, много одесситов уже учатся в этой школе. И мы представляем школу The Village, которая находится в США. Это школа тоже очень хорошая, и у нас очень много киевлян учатся в этой школе, кстати, интересно. Джереми, а можете немного рассказать больше о вашей школе и вот конкретно о рейтингах? Существуют ли они какие-то? Can you talk about your school and the rankings? Yeah, sure. Queen Ethelburga's is currently ranked in the top 10 of UK boarding schools. This year, our students achieved 82% A-star to A in the A-level results, which took us to, I think, 10th position across all schools in the UK. And we achieved that through making sure the students were on the right courses, making sure they were receiving the correct attention that they needed to their individual needs, and working hard with the students to make sure that they were on target throughout their 2-year programme. So we were delighted with the results, and we continue to work hard with our students at whatever age to make sure we give them the individual attention that they need. А чем отличается ваша школа от других школ в Англии? Differences. Your school and the other school. I think the major difference between our school and many other schools is the fact that we tailor the courses individually to the individual student. So we try and put the courses together to meet with the student's level of ability, individual tuition. But I think the other side of the school is the other aspects, things like the co-curricular, which is the activities the students can do, the additional support we give students, for example, students who are looking maybe for medical careers or have their sights on the top universities such as Oxford and Cambridge. We do a lot of preparation with them to make sure that they're ready, so that when they graduate from our school they've got a very, very good chance of getting into the top universities. Скажите, пожалуйста, а сколько украинцев вот обучаются в американских школах? Знаете, этот вопрос я адресую Татьяне Девятияровой. Она региональный директор компании North Anglia, в которой ходит очень много американских школ, и она ответит на этот вопрос.
Да, North Anglia Education – это образовательная компания, в которой ходят школы-пансионы и дневные школы по всему миру. Сейчас мы представляем американские школы, и по статистике в наших 4 школах-пансионах учатся порядка 30 украинских студентов. Если говорить о Village School, то не более 5 украинских студентов на данный момент обучаются там. А вот хотелось бы задать вот вопрос к Эрику. А вот чем ваша школа отличается от других школ и где живут вот ученики? Can you tell about your school? What is the difference between other schools and where they live, the students live? So the Village School is in Houston, Texas. We're an international school offering the IB diploma program. So our boarding program has a mixture of boarding students from over 50 nations around the world, and then local American students in our day school. So our students coming for a boarding program get the chance to do the IB diploma program and go anywhere in the world for college, but also get the experience, the American experience of being in a high school in the United States. А вот много одесситов обучаются в вашей школе? Do you have any students from Odessa? Do we have students from Odessa? I am not sure. I can check. You can pass for me. Yes. But we do have Russian-speaking students. So we have students from the Ukraine, Kazakhstan, Russia. So students coming from the Ukraine can feel comfortable that there are other students there with their language and with their culture. Прошла наша презентация в отеле «Бристоль», и один из текущих учеников, Андрей Зубарь, нам рассказывал о том, как ему учиться в этой школе. Это было очень интересно, он молодец. А в каком возрасте нужно отправлять вот детей за границу? Это очень спорный вопрос, и об этом говорят, психологи говорят, что вообще отправлять ребенка лучше всего в 13 лет. То есть, потому что ребенок уже созрел, уже готов меняться, но еще не приобрел, так сказать, свои такие привычки сильные. Поэтому 13 лет считается самым правильным возрастом для отправления ребенка за рубеж. Как происходит вот этот процесс вот, подачи документов и какие документы нужно подавать? Ну, во-первых, для начала семья с ребенком приходит к нам в офис. И мы общаемся с ребенком, с родителями. Мы должны понять, какая школа конкретно этому ребенку подходит. После принятия решения о школе мы начинаем аппликационный процесс. Обычно это выглядит так. Собираются документы здесь из текущей школы, там, оценки за последние 3 года, какие-то необходимые документы ребенка здесь из Украины. Это может быть олимпиады, могут быть грамоты какие-то. Все документы, подтверждающие уникальность ребенка. На основании этих документов мы их отправляем, естественно, в ту школу, выбранную школу. На основании этих документов школа принимает решение, брать или не брать ребенка в себе. Когда они принимают решение, что они хотят рассматривать эту аппликацию, назначается скайп-интервью у нас в офисе с ребенком, с представителем школы. И ребенок рассказывает о том, почему он хочет в эту школу, почему он выбрал эту страну. То есть это интервью на английском языке. Вот, а для украинцев, вот сложный этот процесс или нет? Вот достаточно тяжело поступить? Ну, показывает практика. Английский должен быть у ребенка на уровне выше среднего, это факт. Но вы знаете, мы заметили, что в украинских школах готовят английский язык очень неплохо. Поэтому проблемы как таковой какой-то большой нет. А чем вот отличается вообще система образования вот за рубежом, да, там это или американская школа, или школа Великобритании, вот с нашей украинской? Опять-таки на вчерашней презентации наши дети, которые проходили скайп-мост, то есть они говорили о том, находясь в школах своих, говорили о том, как им учатся в школе. И они рассказывали о том, как отличаются учителя в Украине и учителя в Америке или Великобритании. И они говорили о том, что особенно в Америке сразу сильно видна разница, потому что американские учителя пытаются с ними дружить, они пытаются на одном уровне находиться с ребенком. Это очень интересно, и наши дети всегда очень сильно впечатляются в первый момент, когда приезжают туда. А сколько вот обычно в классах учеников? Ну, я адресую этот вопрос на Джереми, он расскажет о том, сколько, например, учеников в среднем в их школе. How many students do you have per class? The class sizes are usually between 15 and 18 students. Some of the specialist groups are smaller. Because we have a large number of international students across the school, some of the English classes we teach in slightly larger groups, but we'd normally keep class sizes to a maximum of around 16 students.
Татьяна, почему вы хотите привлекать украинцев для обучения вот в американских школах, например, вот такой, как The Village? На самом деле, да, это интересный вопрос, потому что, как показала практика, украинцы подготовлены очень хорошо в наших школах, но, к сожалению, они готовятся хорошо до 9 класса. Потом уже система немножко устарела, и, соответственно, нужно уже обновлять эту информацию в таких продвинутых странах, как США. И они, приезжая в Америку, очень подготовлены и схватывают информацию довольно быстро, и получают удовольствие и становятся успешными в том, что они делают. Они нацелены на хорошие престижные университеты, они действительно занимаются, то есть они берут от школы максимум то, что школа предлагает. Они не просто находятся и получают удовольствие, они действительно серьезно занимаются и подходят к процессу обучения. Например, IB-программа очень сложная программа, и мы очень рады, что они тянут эту программу и довольно-таки успешно. Джереми, откуда чаще всего вот приезжают к вам учиться в школу? The main body of students in the school are English, so we have around 50% of our students from the UK, and then the rest of our students are from all around the world. We currently have around 62 nationalities from right across the world, so that's from Africa, from South America, obviously Ukrainian students, Russian students, from Southeast Asia, China, so we have a very, very broad international mix across the school, and that's really good for the community there because it's an international, globalised community. So great experience for young people to mix amongst people from different nationalities, different cultures, and it helps develop young people to be ready for the globalised world we now operate in. Оксана, а вот известны вот украинцы, которые стали вот успешны, обучаясь в этих школах? Знаете, понятие успеха, он относителен, правда? Допустим, я очень люблю говорить о детях, которые достигают каких-то успехов в настоящем, когда они учатся в этой школе. Допустим, вот год назад приехали учиться маленькие девочки, им там 11, 12, 13 лет. Тут из Одессы, они одесситки. И сейчас они уже находятся в классах на уровне с англичанами и сдают экзамены лучше, чем англичане. Разве это не успех? Это же прекрасно. Допустим, есть еще один одессит парень, который давал интервью в течение нашей пресс-конференции по скайпу. Он, во-первых, он уже получил предложение места из университета, из Манчестерского университета, куда он и хотел поступить. Во-вторых, он делал очень много благотворительности, находясь в Великобритании, помогал украинцам здесь, собирал благотворительность в Великобритании, отправлял сюда в Украину, то есть делал волонтерские какие-то вещи. Мне кажется, это очень почетно и очень, очень хорошо. Эрика, какие привилегии вот для поступления учеников вот после школы в университеты? Sure. The state of Texas in the United States is one of 3 states that allows international students who spend 36 months or starting in the 9th grade, freshman year of high school, in-state tuition for university. This allows students to get a large discount if they continue their education after the Village School in Houston in another university in Texas. Эрика, возможно поступить вот в Гарвард после вашей школы? Yes. So even though the Village School and the high school is a new program, we have sent students to Ivy League schools, the top universities in the United States and the world, Harvard University, Princeton, Massachusetts Institute of Technology, MIT. And we have a great example of a student who has been at Village School her whole academic life for 15 years and was just accepted again to Harvard. So students can expect great academic outcomes if they're going to university. Джереми, а есть у вас какое-то оборудование, какое-то вот современное? И вот можете о ваших кампусах известных рассказать? The Queen Ethelburga's campus is probably one of the most beautiful school campuses in the UK. It's situated in the countryside, just outside of the city of York, which is in the north of England. And the campus itself sits on around 450,000 square metres of land. And in the centre of the campus is a Victorian building, very traditional. And the school has invested
a significant amount of money over the last 15 or 20 years in building an infrastructure, and now we have one of the most beautiful campuses in the UK. The sports facilities are magnificent. They are used by some local professional sports organisations, and it gives students the opportunity to not only study in a fantastic school but also live in a really high quality environment, and it's something that we're very proud of. The accommodation is very modern, all in custom built buildings with super facilities, and it's one of the strengths of the school, and it's something that we've become world famous for. Many people say to me about the Queen Ethelburga's facilities that they are some of the best you'll find in the world, and we firmly believe that, and we continue to invest in our infrastructure and our campus. Оксана, чем отличаются вот ваше агентство BN Education Group от других агентств? Ну, в первую очередь тем, что мы занимаемся эксклюзивным, персонализированным консалтингом образования за рубежом. Мы работаем только с лучшим, что существует в образовании за рубежом. Мы видим по представленным школам, по Ethelburga, которая расположена в Йорке, и по The Village. Не могу не задать вопрос, а дорогое ли обучение вот в этих элитных школах, и может ли вот среднестатистическая, да, украинская семья вот позволить себе? Ну, мы говорим о том, что эта школа действительно элитная, это школы дорогие. Вот школа Джереми стоит порядка 42 тысяч фунтов в год, включая все: проживание в школе, обучение, питание и так далее. Да, это дорогие школы. В том числе школа The Village, которая расположена в Техасе, которая современно оборудованная, она как все американские школы, они очень любят разнообразные технические новинки, да, и у них современный новый кампус, который недавно отстроен и продолжает строиться. Школа стоит порядка 45 тысяч, 60 тысяч долларов в год. Спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в студию. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Джереми Дин, директор по зачислениям Queen Ethelburga's College из Англии, Эрик Сиренко, директор по зачислениям и продажам The Village School из Америки, Татьяна Девятиярова, директор по продажам в Восточной Европе, и Оксана Чмыхова, учредитель BN Education Group. Эту студию провела для вас я, Дарья Сметанко. Увидимся.